Все на ярмарке смеялись, когда фермер выкупил умирающего быка, худого, израненного, обреченного на бойню. Но старик увидел в нем то, что не заметил никто. И через несколько недель правда оказалась настолько шокирующей, что даже опытные заводчики не могли в это поверить. На ярмарке скота стоял шум и суета, но к последнему лоту никто не проявил интереса. Когда ведущий объявил его, изможденного старого быка без документов, в толпе повисло равнодушие. Животное стояло в стороне. Худое, с видимыми ранами, с потускневшими глазами, в которых почти не осталось жизни. Казалось, он уже не принадлежал этому миру, лишь ждал, когда все закончится. Ведущий, не дождавшись ни одной ставки, уже собирался отправить быка на утилизацию. Именно в этот момент в зале оказался Эдвард, мужчина лет 70, оказавшийся на ярмарке почти случайно. Он долго смотрел на быка, словно пытался разглядеть в нем нечто, чего не замечали другие. И вдруг, к удивлению всех, поднял руку и сделал ставку. В толпе раздался смех. Люди переглядывались, шептались. Кто-то откровенно говорил, что старик купил себе лишь лишние хлопоты и бессмысленную ношу. Дорога домой оказалась тяжелой. Бык едва держался на ногах, несколько раз падал прямо в кузове. Казалось, он не переживет даже этого пути. Но Эдвард не отступал. Когда они добрались до фермы, он сам осторожно помог животному спуститься, напоил его, дал немного корма, устроил в теплом месте. Понимая, что ситуация серьезная, он позвал своего старого знакомого, Тома, человека, который всю жизнь работал со скотом и знал о нем почти все. Том, осмотрев быка, лишь покачал головой. Его слова прозвучали как приговор. Максимум несколько дней. Надежды почти не было. Но Эдвард не принял этого. Он начал ухаживать за животным с упорством, которое казалось почти упрямством. Обрабатывал раны, подбирал корм, следил за состоянием, проводил с ним часы каждый день. Это был не просто уход, это была борьба за жизнь. Прошло несколько дней, и произошло первое маленькое чудо. Бык поднялся на ноги и начал есть самостоятельно. Для Эдварда это стало поворотным моментом. Именно тогда он дал ему имя – Олдер, как символ силы и стойкости, как дерево, которое выдерживает бури и продолжает расти. Недели шли одна за другой. Олдер медленно, но уверенно восстанавливался. Его шерсть начала блестеть, тело крепло, взгляд становился живым. Рабочие фермы сначала относились к этому с насмешкой, но со временем их отношение изменилось. На смену скепсису пришло уважение. Однажды Том, вновь осматривая быка, заметил на его боку старую, почти стертую метку – татуировку. Это оказался знак элитной линии. После проверки стало ясно, Олдер происходил из редкой породы племенных производителей, считавшейся утерянной после банкротства крупного хозяйства. То, что казалось бесполезным животным, оказалось настоящей ценностью. Но для Эдварда это открытие не стало главным. Он не стремился к выгоде и не собирался использовать быка ради прибыли. Для него Олдер был чем-то гораздо большим. Когда-то Эдвард потерял сына, мальчика по имени Майкл. Тот умер в больнице, где врачи, по сути, отказались бороться до конца. В глазах измученного быка Эдвард увидел ту же безнадежность, ту же оставленность. И тогда он решил, что не позволит этой истории повториться. Из почти погибшего существа он превратился в сильного, уверенного быка, перед которым другие животные уступали дорогу. История о нем разошлась далеко за пределы фермы. Приезжали фермеры, журналисты, писали статьи, предлагали большие деньги за редкого быка. Но Эдвард каждый раз отвечал одинаково и твердо. Олдер не продается. Для окружающих это была удивительная история спасения и редкая удача. Для самого Эдварда нечто гораздо глубже. Олдер стал живым напоминанием о его сыне и возможностью изменить исход, хотя бы в этой истории. Иногда по вечерам Эдвард сидел у загона. Олдер подходил к нему, тихо, без звука, и клал свою тяжелую голову ему на плечо. В этих моментах не было слов, только тишина и понимание. Это было похоже на объятие, на связь,
которую невозможно объяснить.